Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал у меня в Канаде. Вещаю я из Британской Колумбии, город Чилливак. И хотел бы вам сегодня в этом видео рассказать о погоде в Канаде. Также в частности о погоде в Британской Колумбии. И на самом деле у меня есть считанные минуты для того, чтобы вам рассказать до того момента, пока не начнется сильный дождь. Как вы можете видеть, он уже начался. И сначала это был град. На данный момент это уже начался такой, пока не могу сказать, обильный, жесткий дождь, но тем не менее это все переходит плавно к этому. Также вы видите снег, что в принципе нетипично для Британской Колумбии. Почему опять-таки здесь его практически нет? Потому что в основном здесь плюсовая температура и здесь идут дожди в зимнее время. Вот, поэтому то, что здесь мы сейчас наблюдаем с вами очень большое количество снега, не может не радовать местных, но и также это создает проблемы, скажем так, на дорогах, потому как государство Британской Колумбии не успевает его очищать, потому как они не тратят большие деньги, у них нет большого автопарка для того, чтобы это все вычищать, расчищать. Когда у нас было 4 дня назад первый снег пошел, то парализовал абсолютно весь город Ванкувера. Транспорт абсолютно встал весь, люди не смогли дойти до своей работы. На самом деле, как это выглядит здесь, то есть это вот дорожка почищенная, на самом деле дорога почищенная, но если мы вот смотрим туда, то здесь никто не чистил, то есть в основном чистят проезжие дороги, а дороги, которые прилегают к домам, их не чистят. Мы находимся, это район Гаррисон. Также я покажу вам этот район красивейший. На данный момент он вообще просто, не знаю, мне очень нравится, когда лежит снег. Еще вот у некоторых еще, вот видите, стоят туечки. Все это придает такого антуража красивого. Вот, покажу вам также домики здесь. Красоту эту. И немного, поговорим с вами о заморозках. Последняя неделя была, ребята, у нас заморозки. 4 дня подряд у нас было до минус 15. В новостях говорили о том, что это последний раз были такие заморозки у нас 5 лет назад. Не у нас, а в Британской Колумбии. И за сутки выпало очень-очень большое количество снега, которое, опять-таки, последний раз Британская Колумбия видела 6 лет назад. И, как я уже сказал, службы не справляются с этим, так как в основном они не тратят много денег на содержание специальной техники, которая должна все это дело чистить. Потому как на самом деле в этом нет смысла держать автопарк, держать водителей, закупать автомобили, если снег здесь у нас бывает, ну не знаю, 1 неделю за весь год, поэтому Британская Колумбия пошла по другому пути и привлекает в такие тяжелые дни, когда идут такие большие снегопады, привлекает частных предпринимателей, обычных людей, у которых есть такие, допустим, траки, пикапы. И к этому пикапу спереди владельцы цепляют специальный бампер и ковш. И они этим ковшом ездят и расчищают дороги. Очень прикольный, очень красивый дом, стильный. Мне очень нравится. Несколько раз я уже здесь прохожу. Каждый раз обращаю на него внимание. Он так выделяется по сравнению со всеми домами. В основном тут острые такие у всех крыши, видите? А вот у него такой более пологий. Очень красиво смотрится. Так вот, и вернусь, скажу к тому, что это очень на самом деле умный ход со стороны Британской Колумбии, так как они не тратят миллионы долларов. Я, кстати, сейчас вставлю вам картинку, сколько денег тратит каждая провинция на обслуживание специальной техники для того, чтобы убирать снег. Вот вы ее видите, наверное, сейчас здесь. И вы можете посмотреть то, что Ванкувер тратит денег самый меньше из всех провинций. Он тратит, по-моему, в районе 4 миллионов долларов. И это круто, потому как можно привлечь в этот день просто частных предпринимателей на своих траках. Они заработают деньги, и провинция не потратит очень большое количество налогов на то, чтобы убрать снег. Это круто, ребята. По погоде еще вам скажу. В основном, да, здесь идут дожди. Но мы находимся сейчас с вами
уже 3 месяца мы здесь уже, наверное, 3,5. И скажу так, что за все эти 3,5 месяца, вот так прям, чтобы лило, было, может быть, дня 3-4, максимум неделя. В основном же, ребята, погода либо спокойная, либо идет дождь. Он может опять-таки идти 2 часа, 3 часа может идти, потом прекращается и, допустим, начинается опять только на следующий день или через пару дней. То есть так, чтобы прям лило, с утра до вечера постоянно, я бы так не сказал. Вот. Как бы мы такого абсолютно не заметили, потому как мы, когда сюда приехали, нас пугали о том, что вот, мол, с октября и до марта будьте готовы, готовьтесь к тому, что начнутся дожди, и они будут идти прям каждый день шарашить. Такого, слава богу, нет. Мы такого не застали, и на самом деле местные тоже говорят о том, что это нетипично. Сейчас идет маленькое изменение климата даже здесь, и нас это радует, скажу так, то, что я особо не люблю, когда идут постоянно дожди, а когда они идут день-два, а потом неделю нормально, то есть меня это абсолютно устраивает. И скажу так, если сравнивать погоду здесь и погоду в Украине, то здесь даже идут намного реже дожди, чем в Украине. Не знаю, это может быть, вот мои наблюдения показывают 4 месяца, но на данный момент так. Те люди, которые живут здесь по 4-5 лет, то да, они говорят о том, что здесь прям дожди идут жестко. Но мы пока, слава богу, этого не застали. И, надеюсь, не застанем. Вот, по поводу снега. У меня, на самом деле, не так много времени для того, чтобы заснять это видео. Я вышел специально, чтобы заснять его, потому как этот снег пролежит здесь, к сожалению, недолго. У нас на следующей неделе уже будет плюсовая температура, плюс 5, там плюс 7, и дожди передают. И, скорее всего, это все дело у нас расстанет. Поэтому я вот вышел, чтобы запечатлеть такую красоту. Стал прям возле дерева, которое перекрыло вам весь вид. Одну секунду. Вот. Я надеюсь, вам видно будут горы. Вон там вот такая вот красота туманная. Ну, просто, я не знаю, для меня это сказка. Кстати, сейчас немножко стемнеет, и вы уже видите, что некоторые дома украшены к Рождеству. Некоторые дома очень красиво так светятся ночью. Просто обалденно. Вот, и, собственно говоря, я вышел в последний вагон, так сказать, запрыгнул, чтобы вам показать эту сказку, потому как передают уже буквально через 20 минут начнется дождь, и он будет идти прям до завтрашнего дня. Поэтому, чтобы успеть вам показать, вышел вам снять видео. Далее хочу сравнить все-таки погоду, показать ребятам, которые планируют двигаться в Канаду, показать вам погоду из других провинций. Мы сейчас с вами посмотрим погоду из каждого города в каждой провинции, и таким способом вы сможете немножко сориентироваться по погоде, где же все-таки большой минус, где же все-таки более-менее нормально, где можно жить, мне кажется. Вот, поэтому я сейчас достаю свой телефон и выведу вам изображение на экран, и будем с вами сравнивать погоду в других провинциях и городах. Погнали! Итак, телефон я достал. Смотрите, Чилливак минус 1 градус у нас на данный момент, и показывает, что у нас сейчас скоро начнется дождь. Скоро начнется дождь, буквально 70%. Опять-таки, это, мне кажется, будет сначала какой-то типа града, который только что был. Я весь мокрый, как вы видите. Это был град у нас с дождем. И потом всю неделю у нас, как вы видите, дожди. Температура у нас 8, 9, 7 днем, 5-2 ночью. Переходим дальше, ребята. Двигаемся дальше. А пока вы сможете наблюдать вот такие вот прекрасные, не могу сказать пейзажи, хотя и пейзажи. Район. Итак, ребята, Эдмонтон у нас. Это Альберта провинция. Извините, если я буду как-то неправильно произносить города или буду ошибаться в провинциях, я буду дважды перепроверять, потому как я не запомню наизусть все названия городов и провинций, поэтому буду подсматривать. Минус 18 на данный момент у них сейчас. Смотрим погоду на ближайшую неделю. По ночам у них минус 10, минус 15. Так, днем у них минус 5, минус 8. Скажу так, что когда у нас была погода у нас минус 15, у них было минус 35. Примерно то, что я заметил, разница с Альбертой, Манитобой у нас составляет
около 15 градусов постоянно. То есть, допустим, если у них минус 10, то у нас примерно плюс 5. И такая вот тенденция практически постоянно. Двигаемся дальше. Реджайна. Это у нас провинция, ребята, Саскачеван. Минус 29 у них показывает на данный момент. Что я вообще не знаю, если честно, это просто нереально холодно после того, что я здесь ощутил минус 15, ребята. Я не представляю, как люди в минус 29 там сейчас передвигаются. Потом у них на следующей неделе потепление, как мы видим, минус 13, 2, 0, минус 7, 6, по ночам минус 13, минус 1. В принципе, еще нормально. Но опять-таки в основном у них зима это минус 25, минус 30, то, что я видел перед этим, то, что я сравнивал. И это у них на постоянке. Дальше у нас, ребята, Виннипег. Это у нас провинция Манитоба. Минус 21 у них на данный момент. И опять-таки тоже на следующей неделе у них днем минус 10, ночью минус 15. В принципе, что еще неплохо, потому как минус 20 у них практически постоянно, вот начиная с декабря и по февраль. То, что опять-таки тоже я мониторил, это вот минус 20, это для них еще легкая прогулка. Дальше, ребята, это провинция у нас Онтарио, это Оттава, минус 8. Следующая неделя у них будет тоже минус 7, 0, 6, потеплеет. Вот. Что еще могу сказать, то что примерно погода у нас похожа с Онтарио. Чаще всего она похожа. Когда у нас, допустим, 0, у них бывает даже там плюс 5, плюс 6. Бывает, наоборот, бывает, у нас будет плюс 5, плюс 6, у них там 0, минус 3, минус 2 и так далее. То есть примерно то, что я вот смотрю, Британская Колумбия и Онтарио, они похожи по погоде, схожи. Но все равно Британская Колумбия немножко теплее. Но опять-таки немножко это, не знаю, там в радиусе 5 градусов. Вот. Двигаемся далее. Дальше у нас, ребята, Квебек, минус 10. Что у нас? Ох, там у них прохладненько на следующей неделе. Минус 15 днем, минус 20, ночью минус 24, минус 18. Да, у них очень будет холодно. Готовьте перчаточки и вторые подштанники, ребята. Дальше у нас, ребята, Сент-Джонс. Это у нас провинция Нью-Брансвик. 9 градусов тепла у них на данный момент. На следующей неделе минус 2, минус 7. На самом деле очень даже теплая погода. Дальше у нас, ребята, идет Халифакс. Это у нас провинция Новая Шотландия. Да, это у нас Новая Шотландия, Галифакс. Примерно, кстати, схожая на самом деле у нас температура. Вот вы сами смотрите, 12 градусов у них. Это просто жара какая-то, там 4-5 градусов на следующей неделе. Далее у нас идет Принц Эдвард Айсленд. Это у нас остров Принца Эдварда. 3 градуса тепла, 7-10. И потом будет маленькая такая минусовая температура. На самом деле тоже очень неплохо. И далее, ребята, у нас Ньюфаундленд и Лабрадор, минус 15. Следующая неделя минус 15, минус 13. Ночью по минус 20. Прохладненько. Что могу сказать, на самом деле прохладненько. И перейдем с вами, наверное, к самым холодным провинциям, которые есть. Это White Horse, минус 30 градусов. Кстати, у них такое потепление будет, грядет минус 12, минус 10. То, что я смотрел практически весь декабрь, вплоть до сегодняшнего дня, у них температура держалась в районе минус 25, минус 30. Yep. Yep. You can. Thank you. Попросили просто снять их, не знаю почему. Веселые просто ребята. Кстати, флаг наш, смотрите. Наша гордость. Вот в таком вот райончике, в таком вот спальном районе, в такой вот квартирке. Красота. Вот, White Horse, минус 30 градусов, ребята. В принципе, там постоянно такая температура. Далее у нас идет, это у нас, ребята, северно-западные территории, минус 3-4 градуса. На самом деле, видите, минус 22 днем, минус 24 ночью. Стабильный минус в районе минус 25. Это норм для этого региона. И Нунавут, минус 28 градусов. Там минус 30, минус 34, минус 35. Это самые холодные провинции в Канаде. На самом деле, я не представляю, кто там может обитать, кто там может жить. Но, мне кажется, там только геологи живут и
какие-то просто очень жесткие экстремалы. Я надеюсь, моя камера не полностью облепилась водой, снегом холодным, и вы меня все еще видите. И будем медленно заканчивать это видео. Начинается у нас долгожданный дождь, и в принципе я успел заснять для вас это видео. Спасибо вам большое за то, что смотрели меня. Я надеюсь, еще раз повторю, что эта информация была полезна. Если она такое была, ставьте лайк, пишите комментарии, если вы хотите еще что-то знать о погоде в Канаде. Я постараюсь вам на этот вопрос ответить. И берегите себя, ребята, с наступающими праздниками вас. И увидимся с вами уже в следующем видео. Пока, ребят.